Человек-паук 3 – одна из самых неоднозначных игр про Человека-паука. Серое освещение, ужасные лицевые анимации, бессмыслица в фотомиссиях, проблемы с мотивацией у Брока, непонятные мувы от МД, эти и другие броские комментарии один за другим льются в адрес третьего паучка. Но есть и другой лагерь фанатов, частью которого я являюсь. Самые реалистичные полеты на паутине, потрясающая комбо-система, феноменальный саундтрек и отличная система нелинейности сюжетных миссий. У игры явно был весомый потенциал. Так почему же он остался до конца нереализованным? Что происходило в офисе Treyarch на протяжении 3 лет создания игры? И кто же все-таки виноват на самом деле? Сами разработчики или грозное начальство? Давайте сегодня попытаемся ответить на все эти вопросы. Всем привет! С вами снова Спайди Санта. И это первая часть масштабного разбора по игре Человек-паук 3. Цель данного видео — полностью изучить процесс создания игры, чтобы понять, на каком этапе разработка пошла не по плану и почему у игры появились те самые косяки, которые заставили разделиться фанатов на 2 лагеря. Сегодняшнее видео не существовало бы без гения Карпата. Вместе с гением мы прошаривали закуточки интернета на протяжении целых 8 месяцев. И данный молодой человек явно заслуживает респекта в комментариях. Также хочу выразить благодарность пользователям SpideySense Гоку и Лайла за их вклад в часть видео, связанную со вторым Человеком-пауком. Хочу поблагодарить и вас, подписчиков, за поддержку нашего с вами канала. И отдельный респект выражаю каналам Капитан Дэдпул и Киберстарс, откуда я черпал вдохновение во время написания сценария. Информация из сегодняшнего видео кропотливо добывалась из портфолио разработчиков, их личных блогов, журналов, книг, а таймлайн составлялся на основе их резюме. Итак, поехали! История разработки Человека-паука 3 корнями уходит еще во времена разработки Человека-паука 2, где начинали свою жизнь сюжетные линии про Скорпиона и Ящера. От Скорпиона во втором Пауке мало чего осталось. На карте можно найти лишь силуэт губернаторского острова с пометкой «Жилой» и «Коммерческий», на котором в следующей игре как раз и появится меха-биокон. Также в игре присутствует пиксельный концепт-арт Скорпиона в одном из интерьеров, рядом с которым находится и пиксельный концепт-арт Ящера-мутанта. И с последним история более интересная. Сюжетная линия была достаточно глубоко проработана. В игровых файлах остались голосовые реплики Паучка, Ящера, Калипса и Крейвена. Также обратите внимание на название катсцен, когда Октавиус наведывается к Коннорсу. Они называются «Рождение Ящера», а затем, судя по нумерации, пропущена катсцена до и 2 катсцены после ограбления банка, которые предположительно также были связаны с Ящером. События сюжетной линии Ящера должны были проходить в канализационной системе, концепт которой можно найти в портфолио Яна Хосфельда. Также Джейми Фристром поделился, что миссии в канализации были в стиле простых битэмап уровней, где мы должны были сражаться с ящерами. А по словам Мэтта Роудса, часть канализации представляла собой лабиринт из труб, откуда на Паучка бросались ящеры. Одну из таких сцен даже засветили в трейлере второго Паучка, показанного на E3 в 2003. Что касается самого сюжета, вероятно, его доработанную версию мы увидели в Человеке-пауке 3, на что намекают данные концепты. Во втором Пауке точно так же планировалось появление Крейвена и Калипса, причем девушка-охотника также заставала ящера врасплох и превращала его в ящера-гиганта. Но несмотря на то, что сюжетку Коннорса вырезали, в игре все еще присутствуют некоторые ее остатки. Так, например, в боевых аренах встречаются и Калипса, и ящеры, модели которых вы наблюдаете прямо сейчас. А в файлах игры спряталось ружье Крейвена. И, наконец, еще один концепт-арт, на котором изображены вырезанные боссы. Вот они, слева направо. Калипса, Крейвен и Ящер. Интересно еще то, что до младшей версии второго Паучка Ящер все-таки добрался. Там в катсценах используется модель Ящера, которая позже появится в Человеке-пауке 3 в качестве Ящера-миньона. Обе сюжетные линии вырезали в первую очередь под давлением Activision. Джеймс Захари поведал, что по мере приближения разработки игры к завершению, Activision
под прицелом Sony делали все больше и больше правок по сюжетной линии, связанной с одноименным фильмом. И поскольку все силы были брошены на миссии с Октавиусом, с Питером и Бьюглом, то заниматься миссиями про Скорпиона и Ящера было просто некому. В конце концов, из-за невозможности перенести дату релиза, сюжетные линии Курта Коннорса и Мака Гаргана пришлось полностью вырезать. Но так или иначе, релиз Человека-паука 2 состоялся 28 июня 2004 года. Несмотря на огромный груз трудностей, о которых мы еще когда-нибудь поговорим, игра стала по-настоящему легендарной. Sony, конечно же, принялись за разработку триквела, а значит, Treyarch предстояло разработать новую игру по лицензии. На момент релиза Человека-паука 2 уже был готов черновик сценария к триквелу. Основная идея фильма — прощение. В качестве антагонистов имеются Песочный человек, который убил дядю Бена, и Стервятник, который объединяется с Марко для борьбы с Паучком. Гарри играет роль тонкой линии между всеми звеньями конфликта, и именно Аскорб замешан в создании Песочного человека. Август 2004. Разработка игры Человек-паук 3 начинается буквально через месяц с небольшим после релиза Человека-паука 2. В качестве промо-картинки разработчики выбирают арт с моделью Паучка из Человека-паука 2 и надписью Человек-паук 3. В августе Марк Нау занимает пост креативного директора триквела. Казалось бы, можно взять готовую команду, поработать над ошибками, и успех точно в кармане, но, к сожалению, все не так просто. Параллельно у Treyarch ведется разработка другой легендарной франшизы Call of Duty, которая находится лишь на заре своего успеха. Часть команды перенаправляют туда, часть команды увольняется из Treyarch из-за конфликтов с Activision, и лишь некоторые заядлые старички присоединяются к разработке третьего Паучка. Среди них Джеймс Захари, Тома Мариваки, Джейми Фристом и другие. Начинается препродакшн, и его первый этап — концептирование. Ежедневно проводится коллективный брейншторм. Члены команды приходят в офис, накидывают идеи и продумывают пути воплощения их в жизнь. Некоторые идеи невозможно проверить на этапе препродакшена, и их откладывают до этапа разработки. Но тем не менее, в течение данного этапа обговаривается концепция игры, ее художественное направление, стиль графики, персонажи, примерный сюжет и технические аспекты игры. В качестве игрового движка выбирают фирменный Treyarch NGL, на котором делали второго Паучка. Также на данном этапе начинается сбор референсов. Для персонажей составляются мудборды, из каких материалов будут их костюмы, на кого они будут похожи из фильмов или реальной жизни. Дополнительно Sony предоставляет Treyarch как концепт-арты фильма, так и справочные фотоматериалы для разработки персонажей. Для создания города выбираются районы, которые попадут в игру, и рисуется схематичная карта игрового Манхэттена. Далее группа разработчиков выезжает в реальный кварталу Нью-Йорка и проводит фотосессию, дополняя мудборды цветовой палитрой и заметками. Так, например, выглядит законченный мудборд для района Челси. И в целом препродакшн проходит достаточно успешно. Разногласий как таковых нет. Идеи буквально сыплются одна за другой. Матерые разработчики стремятся протолкнуть как не вошедшие во второго Паучка идеи, вроде сюжеток Ящера и Скорпиона, так и нечто абсолютно новое. Также Sony предоставляют команде доступ к ключевым моментам из ранней версии сценария фильма, чтобы разработчики могли органично переплести все сюжетные линии. Все наработки, идеи и референсы описываются и закрепляются в финальном документе под названием DISDoc. Данный документ направляется в Activision, рассматривается вместе с акционерами, представителями Sony, Marvel, а затем по результатам совещания направляется обратно в Treyarch, чтобы разработчики внесли правки. Так, например, 5 января 2005 года Марк Нау делится у себя в блоге, что представитель Marvel попросил внести серьезные изменения в одну из побочных сюжетных линий, поскольку ее тема слишком близка к одной из тем, запланированных для фильма. Начало 2005 года. Команда заканчивает со сбором референсов, пишет технические задания для художников, и в январе к команде присоединяется продюсер Анна Донлан, главный художник по персонажам Чад Мур, главный концепт-художник Питер Лэмп,
а также художник по освещению Крейг Шиллер. Студия Vicarious Visions, которая, как и Treyarch, принадлежит Activision, также получает техническое задание на создание младшей версии третьего Паучка, используя в качестве отправной точки наработки Treyarch. И хоть эта версия игры и зовется портом, по сути создается абсолютно новая игра на другом движке Vicarious Visions Alchemy. Младшую версию игры решают разрабатывать для Nintendo Wii, PlayStation 2, PSP, Nintendo DS и Game Boy Advance. Позже разработчики признаются, что отказались от создания версии для Xbox 6-го поколения из-за нехватки людей и времени. По составленным техническим заданиям художники начинают создавать персонажей и локации. Создание персонажей начинается с набросков на бумаге. Делаются зарисовки в черно-белом варианте, и таким образом варьируется их внешность. Далее наиболее удачные варианты раскрашиваются, и получается готовый концепт-арт персонажа. Создание локаций также начинается с концепт-артов. Главная задача художника — передать общую атмосферу уровня, задать основные тона и краски. Интересно то, что поскольку линии с ящером и скорпионом были почти готовы еще во втором Паучке, разработку локаций начинают именно с канализации и меха Биокона. В феврале и марте 2005 года в команду приходит еще несколько художников и левел-дизайнеров, продолжая работу над персонажами и локациями. Параллельно с концептами также составляется и схема уровня, где прописываются основные ивенты и расположение противников. Левел-дизайнер балансирует путь, по которому движется игрок. Динамика должна чередоваться, а персонаж не должен пробегать его чересчур быстро. После завершения набросков на бумаге левел и геймдизайнеры формируют метрики. Это шаблоны размерности, необходимые для проектирования уровней. Персонажам определяют рост, а затем строят локации таким образом, чтобы все ее элементы были пропорциональны как друг другу, так и персонажам. Март 2005-го. Sony все еще не могут определиться со сценарием и отбрасывают идеи братьев Рэйми одну за одной. 15 марта из сценария окончательно пропадает стервятник, а значит его вырезают и из игры. Продюсер Ави Арад предлагает вставить в киноленту Венома на смену Тумзу. Боссы эту идею оценивают, а вот Рэйми жестоко критикует появление Брока, и в будущем он будет делать все возможное, чтобы скрыть появление симбиота в триквеле. С появлением в сценарии Венома Рэйми сталкивается с новой проблемой. Он не знает, как показать данного злодея. На съемочной площадке создается огромное количество концепт-артов, и в большинстве из них Веном — это массивный, мускулистый мачо-мен, который готов разматывать всех на раз, два, три. И именно эти ранние концепты передаются в Treyarch для прототипирования Венома. Именно поэтому в будущем его модель в игре будет отличаться от того Венома, которого мы увидим в фильме. Апрель 2005-го. В команду приходят художники по спецэффектам и освещению. Планы грандиозные, next-gen графика, потрясающее освещение, невиданные ранее отражения от объектов. Тем временем концепты персонажей готовы, утверждены начальством, а значит по ним можно создавать полноценные 3D-модели. В мае и июне того же года Treyarch нанимает 3D-моделеров с аутсорсинга, некоторых из которых вы уже знаете. Например, Кейтон Колвей и Мурат Айнудин. По готовым концепт-артам 3D-моделер начинает создавать персонажей. Сначала с помощью скульптинга создается грубая модель, представляющая из себя лишь силуэт, а затем симулируются детали персонажей, например, мышцы, морщины и складки, чтобы модель уже без текстур была узнаваемой. Таким образом получается high-poly модель. Чтобы более точно изобразить таких персонажей, как Веном и Песочный Человек, некоторые члены художественной группы дополнительно посещают участок Sony Pictures. С ними делятся ранними кадрами из фильма, включающих предварительный взгляд на Венома и Песочного Человека. Также Sony предоставляет подробные данные сканирования лиц актеров, среди которых Тоби Магуайр, Джеки Симмонс, Тофер Грейс и другие. Именно поэтому на этапе моделирования получается добиться максимального сходства с актерами из фильма. Далее на модель накладывают сетку и делят ее на полигоны. После этого проводят ретопологию сетки, сокращая количество полигонов, и в результате получается low-poly модель. В катсценах используются high-poly модели, но во время геймплея они незаметно подменяются на low-poly модели для экономии производительности. И в данной игре
команда совершает поистине технологический рывок. Например, во втором Пауке модель Паучка имела 5000 полигонов, а вот в Триквеле у нее уже 55 тысяч полигонов. И наличие такого большого количества полигонов позволяет добиться потрясающей детализации. На следующем этапе создается UV-развертка, которая указывает, как именно текстура будет отображаться на модели. 3D-модель разворачивается в плоскость, и на основе данной развертки создаются текстуры, в том числе карты нормалей, зеркальности и отражений. Окружающая среда может иметь динамическое освещение, и перечисленные виды текстур сообщают движку, как объект должен светиться в том или ином окружении и какие тени он может отбрасывать. Затем происходит запекание, то есть текстуры накладываются на модель и получается готовый персонаж. Далее персонажи передаются аниматорам. Те, в свою очередь, начинают создание скелетов для будущих анимаций, а затем прикрепляют их к туловищу персонажей. И на данном этапе появляются первые сложности. Если во время тестовых анимаций персонаж плохо двигается, например, текстуры наезжают друг на друга, то аниматоры просят внести коррективы в модель, а значит придется повторять все описанные шаги, менять сетку, менять текстуры, повторно запекать в них модели, и все это нужно реэкспортировать и заново утверждать с начальством. И поскольку команда прямо в течение разработки переходит на новое поколение консолей, приходится на ходу внедрять новое программное обеспечение. Многим художникам требуется время, чтобы разобраться в новых инструментах, и во многих случаях этого так и не удается сделать. Ресурсы, на создание которых художник тратит много времени, не появляются в игре или работают иначе. Коммуникация между арт-группой и инженерной группой оставляет желать лучшего. Линия разлома основана на том, что инженеры и художники говорят по сути на разных языках и сосредотачиваются на разных аспектах процесса разработки. Чтобы вам было понятнее, давайте рассмотрим снимок из Google Maps. Вот здесь художники видят рельеф местности и цветовую гамму, а инженеры, в свою очередь, обращают внимание преимущественно на дороги и коммуникации. И чтобы решить насущную проблему, в команду нанимают технических художников. Они не только налаживают контакт между художественной и инженерной группами, но и помогают художникам заставить их контент работать в игре должным образом. Однако такое решение проблемы подходит далеко не для всех. Штатные художники и 3D-моделлеры могут подойти к компьютеру аниматора и посмотреть, какая часть модели плохо работает. Но художники, нанятые по контракту, не имеют доступа к результату. Это прописано в условиях договора. То есть художники с аутсорсинга работают по сути вслепую. Им высылают жесткие требования, а затем правки в письменном виде. Но протестировать промежуточное состояние, поиграться с размерами моделей и текстурами они не могут. Из-за таких условий контракта зачастую работу приходится по несколько раз переделывать и совершенствовать уже штатным художникам, которые и так по уши в своей работе. Тем временем на дворе июль 2005-го. Уже готовы модели основных персонажей, в частности модель Человека-паука. В том же месяце в команду приходит сеньор-аниматор Майк Йош и начинает разработку комбо-системы, взяв за основу систему из Человека-паука 2. В этом же месяце готовы и модели основных персонажей для младшей версии игры. Кстати, забавный факт. В качестве модели ящера берут модель, сделанную еще для Человека-паука 2. Опять же, хоть младшую версию и называют портом, но на самом деле Vicarious Visions по описанному алгоритму с нуля создают свои версии персонажей. Процесс разработки двух версий игр идет параллельно друг другу, и художники из Vicarious Visions не могут дожидаться, пока Treyarch сделают своих персонажей. Именно поэтому некоторые модели в разных версиях имеют такие весомые различия. Хотя Vicarious все же пользуется одной хитростью. Для оптимизации времени и процесса разработки они используют одну и ту же модель для некоторых персонажей, меняя лишь текстуры и анимации. Параллельно с персонажами на месте не стоит и прогресс по созданию уровней. Определив метрики, левел-дизайнеры начинают собирать блэкауты или же грейбоксы. Это трехмерные макеты уровней. Данные макеты используют для проверки геймплея, чтобы игрок везде мог пройти, а противники нигде не застревали. И вот наступает август 2005-го. Концептированию исполняется год.
Схемы уровней готовы, основные герои смоделированы, прототипы освещения и спецэффектов имеются, а это значит, что пришло время переходить к следующему этапу препродакшена – прототипированию. К команде присоединяются художники по текстурам и геймдизайнеры, среди которых Шана Маркхэм. Она начинает писать скрипты для миссий про Скорпиона, а также скрипты для фотомиссий. Помимо дизайнеров, в команду возвращается сценарист Мэтью Роудс и приступает к созданию первой черновой версии сценария игры. В сентябре и октябре того же года команду пополняет основной костяк продюсеров, менеджеров, программистов и художников. Часть из них перенаправляют аккурат после релиза Ultimate Spider-Man, но большинство из новопришедших — программисты без грандиозного опыта. И предполагается, что более опытные специалисты юных подаванов всему обучат. В качестве полигона для испытаний выбирают Человека-паука 2 собственной персоной. В прототип начинают переносить готовых персонажей, настраивают графику, шейдеры, next-gen частицы, свет и отражение. В разработке приоритетно используют многопроточный объектно-ориентированный язык сценариев Chuck на основе C++. Из нововведений первым делом берутся за полеты на паутине, дизайн боев, разработку гол-трекинга, механику ловли людей и механику стелса. В ноябре 2005-го в команду приходит основной костяк художников по окружению, дизайнеров и аниматоров. Среди них Александр Манресса, который начинает разработку прототипа Quick Time ивентов, вдохновляясь God of War. А художники по окружению принимаются разрабатывать мелкие пропсы вроде палет, мусора, коробок и прочего хлама на уровнях. Тест поведения персонажей, анимаций и прочих различных фичей проводится в специальных белых комнатах, и огромную роль в тестах играет дебаг-меню. С его помощью можно спавнить персонажей, противников, тестировать модели, звуки, загружать уровни, запускать катсцены и проводить множество других экспериментов. И спустя какое-то время прототипирования начинают возникать первые конфликты между командой и начальством из Activision. Амбициозные и опытные старички пропихивают различные грандиозные идеи, но Activision ставит команде достаточно жесткие рамки. Например, Джеймс Фристом разрабатывает концепцию стелса и тачдаунов, которая, по его словам, просто в разы лучше показанной позже системы в серии игр Arkham. Тут присутствуют и коконы, и тачдаун со стены, все те стелс-фишки, которые мы впервые увидим лишь в Shattered Dimensions. Но Activision очень жестко критикует прототип Джейми, аргументируя это тем, что пауку не подходит стелс, и это не то, чем должен заниматься энергичный и бойкий герой в маске. Да-да-да, это в Activision паучка от Insomniac не показывайте. Там такой бодрый геймплей за MJ. Не выдержав критики со стороны боссов, в последние месяцы 2005 года команду покидает весомая часть опытных разработчиков-ветеранов, включая Джеймса Чао, Джейми Фристорм и Тома Мориваки. И это первый тревожный звоночек. Ведь теперь команда третьего паучка стала поистине зеленой, а количество достойных наставников уменьшилось. Но и на этом проблемы не заканчиваются. Помните, я говорил, что художники с трудом осваивают новые технологии, которые внедряются по ходу разработки. Так вот, у программистов возникает та же самая проблема. Вместо того, чтобы спокойно сидеть и кодить, используя уже известный инструментарий, им приходится тратить в 2, а то и в 3 раза больше времени, чтобы сидеть перед двумя мониторами, на одном из которых открыта среда разработки, а на другом многостраничная документация. Другие программисты сталкиваются с трудностями, пытаясь заставить работать игру в различных условиях. Это касается операционных систем, различных физических API и различных графических API. Из-за этого разработчики очень часто утомляются от процесса отладки и ловят жесточайший нервяк. Пошел к черту! Эта функция исправила проблему? Нет! Эта функция помогла тебе? Нет! Я полагаю, вы хотя бы поняли, в чем проблема? Нет. Конечно, более опытные программисты спасают ситуацию, помогая новичкам. Но мы помним, что команда состоит преимущественно из зеленых кодеров, и опытных специалистов на всех просто не хватает. Тем более у них есть еще и свои обязанности. Но даже если в Triarch приходит IT-специалист уже с опытом, то и у него
всего могут возникнуть проблемы с софтом. Известно, что у крупных студий есть плагины, программы или даже оборудование собственного производства, но из-за повышенной секретности ими невозможно воспользоваться за пределами студии, поэтому даже опытные специалисты дополнительно тратят время на освоение нового для них софта. И еще одна достаточно распространенная проблема данного десятилетия – это разработка на PlayStation 3. Для третьей плойки Sony совместно с IBM разработали чип Cell, ускоренный процессор с гетерогенной архитектурой, но безумно сложный в использовании. Программистам требуется значительное время, чтобы научиться правильно использовать мощности этого 7-ядерного чипа. Все эти аспекты накладывают свои трудности, особенно в условиях недостаточного опыта многих специалистов. С декабря 2005 по февраль 2006 в команду приходят дополнительные аниматоры, а также начинает собираться костяк, ответственный за звуковое сопровождение. Тобиас Энхус начинает писать свой легендарный саундтрек, помогает ему в этом гитарист Кевин Шервуд, а программирует звуковые эффекты Стивен Маккол. Параллельно с написанием саундтрека ведется разработка города. Первым делом на основе фотографий из Google Planet создается прототип Манхэттена. Затем начинается заполнение города зданиями. В Человеке-пауке 3 используется такой же принцип создания города, как и в Человеке-пауке 2, а именно процедурная сборка по принципу Лего. Сперва создаются пустые коробки различных размеров с крышей и 4 гранями. Каждая грань имеет свой собственный набор текстур, которые отрисовываются на основе ранее полученных референсов. Более сложные постройки создаются путем укладки и компоновки простых коробок. Также, чтобы создать иллюзию живого города, создаются текстуры интерьеров, которые можно увидеть в игре, заглянув в окна многоэтажек. Многие здания и постройки переносят из второго паучка, апгрейдя их модели и текстуры. Среди одной из таких — Статуя Свободы. Вместе с генерацией зданий Эрик Стоун начинает разработку более мелких городских деталей, вроде строительных лесов, водонапорных башен и прочих пропсов. Помимо них, он также создает весь существующий в игре транспорт. Эрик также предпринимает попытки создать разрушаемость в городе, но, по его словам, рендеринг движка третьего паучка слишком слабо оптимизирован для такой роскоши. Конечно, позже движок все же проапгрейдят, и в Паутине теней мы в итоге получим эту самую разрушаемость. Март 2006. Майк Йош полностью завершает разработку комбо-системы, содержащей более 1100 новых анимаций, и с чистой душой аниматор покидает команду. На данном этапе разработки для многих локаций уже готовы свои грейбоксы. Например, Мехабиакон уже выглядит достаточно проработанно, поэтому интерьеры начинают раскрашивать в цвета, а те, которые переживают все правки и получают одобрение от боссов, превращаются в так называемые white боксы. На данном этапе временные болванки заменяются готовыми моделями, уровни покрывают текстурами, и они обретают околофинальный вид. Для whiteboxов замораживается вся отстроенная геометрия, и в будущем уровень можно лишь улучшать, но не редактировать. Апрель 2006. Основные механики, фичи, персонажи, ключевые локации и графика готовы. А это значит, что пришло время для вертикального среза. 11 апреля 2006 года Марк Нау делится в своем блоге первым скриншотом из игры. Да-да, это всего лишь пару строчек из консоли, но Марк безумно гордится ими. Итак, что же из себя представляет билд на этапе вертикального среза? Выглядит он следующим образом. Атмосферная погода, неоновый вечерний Таймс-сквер, окна в реальном времени отражают город и персонажей, ночное звездное небо, освещение и отражение действительно некстгеновые для 2006 года. В главном меню отображаются надписи Spider-Man 3, Activision, Treyarch и приветственная надпись Take Manhattan for a spin in Spider-Man 3. Дальше нам предлагают выбрать Play Mode режим. И вот тут, что самое интересное, нам предлагают выбрать между одиночной и, внимание, мультиплеером. Да-да, друзья, когда я увидел эти строчки в файле, у меня отвисла челюсть. В качестве первого предлагаются режимы Action и Roaming Manhattan. В качестве второго присутствуют Ranked Match и Player Match. Среди тестовых присутствуют лишь 4 миссии: Pet Vendor Ice Cream, Trick
Trick Race J05, Gang Missions и Crime Missions. Что такое Pet Vendor Ice Cream, для меня до сих пор остается загадкой. Судя по всему, эта миссия была связана вот с этой тележкой с мороженым. А что такое Trick Race, мы можем понять с помощью Milestone билда. Если вкратце, то нам необходимо проходить чекпоинты, выполняя определенные трюки. Но подробнее об этих гонках мы поговорим в видео про Milestone билд. Во время геймплея задачи на экране отображаются следующие: предотвратить 10 преступлений, спасти 10 жителей, завершить 25 миссий банд и завершить миссию Pet Vendor Ice Cream. По завершении каждой из миссий начисляются очки героя. Суммарно нам необходимо набрать 1000 очков героя. Если же мы играем в мультиплеер, то у каждого игрока отображается ник, количество полученных очков героя и время, которое ушло на гонку, если мы ее проходили. После презентации вертикального среза акционеры Marvel и Activision остаются довольными в первую очередь графикой. Но есть одно такое маленькое, такое прям крохотное но. Из-за Next Gen графики, высокополигональных моделей, красивого свечения и прочих наворотов в открытом мире, игра выдает от 8 до 10 FPS. Ночью и в закрытых локациях FPS, конечно, поднимается до 16, но это все равно никуда не годится. А дата релиза игры было уже никуда не деться, поэтому руководство ставит задачу оптимизировать игру, но оставить максимально некстгеновую графику. В качестве одного из шагов оптимизации приходится понизить детализацию персонажей, из-за чего многие 3D модели теряют свою былую красоту. И больше всего, конечно, достается Магуайру. И из-за потери полигонов, к сожалению, наш бедный Тоби начинает выглядеть совсем удручающе. Из этого он превращается вот в это. Также приходится искать компромисс и в вопросе касательно реалистичности волос. У персонажей снижают их детализацию, а в некоторых моделях и вовсе от них отказываются. Например, носорог лишается своих волосатых ножек. Также страдают некоторые достопримечательности и правительственные здания. Из-за нехватки памяти приходится уменьшить их детализацию, однако их общая форма и внешний вид в значительной степени не страдают. Да, Тоби Магуайр? После успешной презентации вертикального среза к команде присоединяются дополнительные специалисты по качеству и менеджер по локализации, который по мере готовности игрового текста начинает переводить его на различные языки. Марк Нау не унывает, что игру приходится урезать, и 6 мая в своем блоге публикует очень милую заметку, как в конце рабочего дня он дает погонять в прототип третьего паучка своей дочке. И наконец, 18 мая 2006 года на выставке E3 анонсируют Человека-паука 3. А надписи «Актуальная игровая модель» и «Unexpected графика», конечно же, прилагаются. И теперь у команды нет пути домой, нет пути назад. И они обязаны выдать тот самый анонсированный Next Gen. Ввиду этого контроль со стороны Activision лишь усиливается, что приносит новые проблемы. Помимо стремления к Next Gen, Activision требует достаточно близкое соответствие к фильму, но при этом полный сценарий на руки разработчикам не дают. Представители Sony ограничиваются лишь расплывчатым описанием событий из фильма, а затем говорят: вот тут теплее, а нет, тут совсем холодно. В концепции игры и так достаточно сложно передать все тонкости сюжетных линий из фильма, поэтому Триарч находит выход, и любовный треугольник Паркер МД Гвен заменяют на Паркер МД Кошка, но этот вариант Activision не одобряют. Помимо этого, Триарч пытается передать негативное влияние черного костюма не только на Питера, но и на окружение. Во время ношения симбиота город меняется, на улицах возникает мусор, небо становится серым, однако и от этой фичи в старшей версии в итоге приходится отказаться. Зато вместо этого почти каждый месяц от Sony и Activision приходят правки. Мы снова изменили облик Венома, а измените и вы. А чтобы вы понимали, после каждой замены модели нужно корректировать скелет, проверять работоспособность всех анимаций, переэкспортировать все файлы, и это только полбеды. Далее Триарч передают Vicarious Vision справки, которые они внесли в свою версию игры, а затем бедным разработчикам из Vicarious приходится изменять или создавать большинство файлов заново. Я думаю, не стоит говорить, как разработчики ненавидели руководство за эти мувы.
Лето 2006-го. Продакшн набирает обороты, активно создаются уровни, прорабатываются миссии и допиливаются локации. Почти все интерьеры переходят в стадию вайтбоксов, а некоторые уже приближаются к финальной стадии. В июле Treyarch нанимают отдельного художника по спецэффектам Дейла Малкахи для поджигания Безумного Подрывника 1. Параллельно с этим активно продвигается и написание саундтрека. Помимо классического оркестра, звучащего в темах большинства сюжетных линий, композиторы решают продолжить тенденцию прошлых игр про дружелюбного соседа и добавляют мощных электрогитар от Кевина Шервуда. Место находится и синтезатором. Многие сэмплы из темы Скорпиона придумывают на синтезаторах от производителей Yamaha и Roland. Прочие эффекты создают с помощью педали модулятора от производителя Moog. А для восточных мотивов банды Орден Драконохвостых даже используют атмосферные записи с пляжа Лос-Анджелеса. Примерно так звучит одна из ранних версий этого саундтрека. 110, 98, 76, 53, 54, 70. Создание города также близится к своему завершению. Манхэттен состоит примерно из 1200 городских кварталов, в каждом из которых около 10-15 зданий. Суммарное количество построенных зданий не менее 6000. Август 2006. Основные съемки фильма завершены. Разработчики могли бы обрадоваться, что наконец прекратятся бесконечные правки от руководства, но нет. Позже сделают тестовый монтаж киноленты и окажется, что хронометраж фильма превышает 3 часа. Поэтому вскоре команда отправится на пересъемки и изменит несколько сцен. В частности, сцену встречи Брока и Марка и всю финальную схватку. А поскольку информационный поток между производством фильма и игры все еще остается ограниченным и несвоевременным, Treyarch не будут посвящать в каждое малейшее изменение в сценарии. Да и Sony, сами не знают, чем кончится их фильм. И это заставляет разработчиков здорово так нервничать, ведь остается буквально 4 месяца до того, как необходимо собрать альфа-билд с полностью готовым сюжетом. В сентябре 2006-го команда разработчиков совместно со специалистами по анимациям отправляются в центр захвата движений Activision в Калифорнии и всего за 15 дней записывают более 1000 анимаций. Во время записи используют технологию Motion Capture. На тела каскадеров крепятся датчики, сигналы с которых записываются с помощью системы, состоящей из 48 камер. Вернувшись в офис, аниматоры принимаются чистить и обрабатывать записанный Motion Capture. Помимо захвата движений, также используется технология кейфрейминг анимаций, то есть анимирование вручную. Комбинируя две техники, аниматоры принимаются создавать как кат-сцены, так и легендарные квиктайм-ивенты. И именно использование технологии Motion Capture объясняет изящность, реалистичность и эффектность в постановке кат-сцен. Для создания лицевой анимации решает использовать технологию риггинга на основе морфов. Более качественные варианты с лицевым Motion Capture и риггингом на основе костей, к сожалению, откидывают, чтобы сэкономить бюджет и время, но взамен расплачиваются реалистичностью лицевых анимаций. Мое повествование звучит достаточно оптимистично, но на деле озвученные ранее проблемы никуда не исчезли. Введение новых технологий по ходу разработки, художники с аутсорсинга, которые работают вслепую, давление со стороны Activision, сжатые сроки и прибавьте к этому неопытность команды. А тем временем до выхода игры остается меньше года и нужно каким-то образом оптимизировать разработку. Поэтому в том же месяце после окончания разработки третьей Call of Duty разработчиков массово перекидывают в команду третьего Паучка. К разработке присоединяется в среднем более 5 аудиопрограммистов, художников, аниматоров, более 20 программистов, а также огромная команда из более 10 тестеров. Также, чтобы разгрузить штатных специалистов, Treyarch начинает приглашать на стажировку студентов и на полной серьезности дают им работу, которую до этого выполняли полноценные айтишники. Однако большой приток рабочей силы лишь усугубляет обстановку. Расширяющуюся команду становится еще сложнее координировать. Плюс ко всему приоритеты расставляются абсолютно неверно. Неопытным студентам отдают в разработку сюжетные сайт-квесты, а опытным разработчикам
разработчикам дают до боли смешные поручения. Так, например, один из художников, который сделал порядка 150 персонажей, готов был справляться и с продюсированием, и с общим дизайном игры, но ему поручают сделать, угадайте что, украшение для витрин. Еще одна проблема — это все те же инструменты, о которых я уже говорил ранее. Пусть разработчики Call of Duty уже и работали со всем основным софтом, которым активно пользуются в Treyarch, но разработчики инструментов в команде Третьего Паучка успели создать свой собственный софт для оптимизации разработки, и его интерфейс не всегда является интуитивно понятным. Одна из таких программ — редактор Peaches, который был создан для уменьшения хаоса при работе с огромной файловой базой Третьего Паучка. Знаете, меня беспокоит нехватка времени, но как-то никто и не сказал, должен ли я работать быстрее, поэтому мне трудно оценить ситуацию. У них 9 инженеров или около того, которые работают над разными компонентами, и из-за этого мне много раз приходилось обращаться к разработчикам инструментов. Сама по себе Peaches — это огромная программа, поэтому я начинаю работать над фичей и постоянно спрашиваю ребят: эй, а где эта штука? И существует огромная кодовая база, я не до конца понимаю, как она взаимодействует с игрой. Наступает октябрь 2006-го. Сеньор саунд-дизайнер Стив Колберт начинает создание звукового окружения в локациях. Это звуки города, атмосфера канализации, шум меха-биокона и прочее. В то же время команду Treyarch пополняет продюсер Джулия Бьянка Шефлин, которая начинает заниматься войс-кастом. Поскольку игра по лицензии, само собой на роль главных героев должны были бы вернуться все актеры из фильма, но и здесь не все так гладко. Некоторые актеры начинают, как бы вам сказать, выпендриваться и усугублять и так тяжелую разработку повышением гонораров за участие в озвучке игры. И больше всех тут отличилась наша с вами любимая Кирстен Данст. И дабы не выходить за рамки бюджета, Activision заменяет Данст актрисой Кэрри Уолгрен, голос которой более-менее похож на голос Кирстен. Ставь лайк, если до этого момента ты не знал про эту замену. Роли второстепенных персонажей достаются тоже не абы кому. На роль доктор Эндрюс берут Айону Моррис, голос Шторм из легендарных мультсериалов 90-х «Люди Икс» и Человек-паук. Роль Крейвена получает Нил Каплан, известный по роли Оптимуса Прайма в Трансформерах 2001-го. Карлайла озвучивает легендарный Нил Росс, голос самого Зеленого Гоблина из сериала про Паучка 94-го года. А роль рассказчика по доброй традиции достается старине Брюсу Кэмпбеллу. В начале ноября, чтобы хоть как-то отдохнуть от суматохи, сотрудники Treyarch устраивают вечеринку в честь Хэллоуина. Они наряжаются прямо в офисе, а затем отправляются в клуб, развлекаясь на полную катушку. И знаете, они этот праздник полностью заслужили, поскольку, чтобы уложиться в поставленные сроки, разработчики начинают работать сверхурочно, возвращаясь домой после полуночи. И на это есть свои причины. По негласным правилам, за полгода до релиза у команды должен быть готов альфа-билд, а значит, до дедлайна осталось меньше месяца. И спустя несколько недель кропотливейшей работы, наконец-таки это свершилось. 13 декабря 2006 года выходит пре-альфа билд Человека-паука 3. Данный билд содержит уже полностью готовый саундтрек и весь необходимый набор звуков, но озвучка пока что отсутствует. Все сюжетные линии есть, но они требуют серьезной доработки. В идеальной ситуации разработчики должны были бы выдохнуть и продолжить просто полировать имеющуюся игру, исправляя лишь баги и недочеты, но проблема со времен вертикального среза до конца решена не была. Некстгеновая графика была уже неплохо оптимизирована для Xbox 360, но портирование на PlayStation 3 было просто кошмарным, а средние ПКшки того времени такую графику попросту не тянули. И выход остается только один: полностью переработать графику и освещение. В январе 2007 года боссы нанимают художника по освещению Марка Ишейка, который, внимание, за 2 месяца полностью переделывает освещение буквально с нуля. И чтобы хоть как-то ускорить процесс полировки игры, Treyarch также нанимают билд-менеджера Патрика Боумана, который становится ответственным за систему автоматической сборки и ее координацию. И как бы ни старались разработчики инструментов оптимизировать процесс сборки билдов, к январю 2007 года
года конвейера как такового все еще не было. На экспорт файлов уходило достаточно много времени, а на секундочку, вот такое огромное количество файлов было в репозитории разработки игры Человек-паук 3. И каждая маленькая группа файлов была тем или иным образом связана между собой. Поэтому разбираться во всем этом хаосе становилось все сложнее и сложнее. 17 января 2007 года выходит альфа-билд Человека-паука 3. В билде уже есть все записанные реплики актеров, но графика частично старая, некстгеновая. Различия в освещении хорошо видны на скриншотах с Присциллой и в локациях из Ящера 3. И поскольку альфа-билд готов, значит можно начинать промо-кампанию игры. Из билда создается огромная куча промо-скриншотов со старой графикой и рассылается во всевозможные журналы и игровые новостные издания. 31 января 2007 года запускается веб-сайт spiderman3dgame.com. На него постепенно выкладываются новости, эксклюзивные активы, объявления, а также регистрационная форма для участия в розыгрыше. Заполнившие форму фанаты становятся частью общества Spidey's Web. Им высылают паки с мерчем, которые содержат футболку, кепку, блокнот, стикеры и письмо от разработчиков. В письме Treyarch от всей души благодарят фанатов за поддержку и призывают расклеивать стикеры повсеместно, чтобы все, абсолютно все знали про Человека-паука 3. Также на сайте есть форум, на котором разработчики общаются с фанатами. Команда обещает систему репутации, в которой граждане взаимодействуют с паучком. Когда мы успешно выполняем задание, нас награждают очками героя, а горожане делают комплименты. А если проваливаем миссию, они злятся на нас, говорят гадости и бросают в нас вещи, время от времени крича «Ты нам не нужен!». Также на этом форуме разработчики делятся, что на ранних стадиях планировалось сделать игру от первого лица, но поскольку паучок достаточно маневренный, от идеи решили отказаться, чтобы игрока не укачивало. Из прочих интересностей за 100% прохождение обещают открытие играбельного персонажа. А сейчас лучше присядьте, потому что вам снесет крышу. В качестве играбельного персонажа за полное прохождение игры рассматривали песочного человека, о чем можно узнать из интервью с одним из разработчиков игры. Интервью было выпущено в апреле-мае 2007 года, и на данный момент оно недоступно для просмотра. Видимо, Activision, осознавая свое фиаско, очень хитро почистили хвосты. Но благодаря нейросетке ChatGPT мне удалось получить текстовую расшифровку этого интервью. И тут уже верить или нет, решайте сами. На том же форуме время от времени разработчики играются с фанатами, якобы сливая список боссов. И занимательно то, что в одном из списков присутствовали Электро и Шокер. Про Шокера позже напишут, что его даже и не рассматривали, поскольку, цитирую, его 15 минут истекли 2 игры назад. А вот касательно Электро никаких комментариев так и не последовало. И, кстати говоря, позже он все-таки появится в версии игры на Game Boy Advance, но подробнее об этом поговорим в другом видео. Февраль 2007-го, 21 числа, выходит первый трейлер игры, который содержит в себе кадры из альфа-версии. Это можно понять по другой цветовой гамме персонажей и окружения. Также дебютный трейлер содержит в себе ранние иконки атаки противников. Аккурат к выходу трейлера журналисты из GameSpot посещают офис Treyarch, где им в красках рассказывают про грядущего Человека-паука 3. Обещают 10 сюжетных линий, огромную карту города с возможностью отмечать достопримечательности и ставить маркер в любом месте. Снова нам обещают индекс удовлетворенности граждан, который будет понижаться или повышаться в зависимости от того, будем ли мы помогать жителям или игнорировать преступления. И, конечно же, много лестного рассказывают про черный костюм, боевую систему и новую систему уклонений. Журналистам показывают миссии Новый Гоблин, Орден Драконохвостых 2, Скорпион 2 и Песочный Человек. И игрой остаются довольны. Отмечают добротную графику, усовершенствованный геймплей и уровень детализации ключевых персонажей. И игру уже начинают нахваливать в прессе, поэтому ответственность на плечах Treyarch возрастает в разы. До отправки игры издателю остается все меньше и меньше времени, а многие проблемы так и остаются нерешенными. Освещение все еще переделывается, сюжетные линии до конца не готовы, некоторые фичи еще только предстоит оптимизировать. Sony, в свою очередь, никак не могут определиться с этой финальной битвой. И после каждого изменения в сценарии штурмуют Activision и, соответственно,
непосредственно Treyarch бесконечными правками. А я напомню, что в имеющемся софте все еще работать некомфортно. При этом для Vicarious Visions все описанные проблемы только удваиваются. Коллектив превращается в пороховую бочку, и совместная работа начинает расслаиваться. Под давлением руководства из-за горящих сроков разработчики попросту выгорают, разочаровываются и приходят к решению, что намного проще использовать систему X или работать в программе Y. Бесконечно звучащие фразы «ты должен побыстрее с этим справиться» лишь портят общение внутри команды, и процесс разработки начинает трещать по швам. Члены команды хотят уже просто, закончить уже эту игру и поскорее свалить из этого производственного ада. 1 марта 2007 года Марк Нау пишет у себя в блоге: «Как только я больше не буду критически относиться к выпуску Человека-паука 3, я уйду из компании, в которой проработал более 10 лет, и мы переедем с семьей в Остин, штат Техас». В конце концов, команда приходит к единственному возможному верному решению в данной ситуации. Миссии и фичи, которые они не успевают доработать, вырезаются, а оставшиеся силы и время тратятся на отшлифовку имеющегося контента. Из игры пропадает система репутации, система путешествия на поездах и автобусах, половина всех сюжетных сайд-миссий. Другие сюжетные линии начинают экстренно урезать. Из города также убирают большую часть интерьеров, а из перечня транспорта пропадают пожарные машины, мотоциклы и автобусы. Тем временем Марк и Шейк заканчивают работу над менее требовательным и менее некстгеновым освещением, и 5 марта 2007 года выходит бета-билд. 14 марта выходит следующий трейлер, посвященный метро и канализации. И забавно то, что разработчики уже знают о даунгрейде графики, но в трейлере все еще используют футажи с ранней графикой. 22 марта, внеся все возможные правки, выходит пререлизные и релизные билды. Игра отправляется издателю. Разработка завершена. Тем временем Activision и Treyarch подводят некоторые итоги касательно разработки Человека-паука 3. $45 миллионов ушло на триквел про дружелюбного соседа, из которых 35 это разработка, а 10 это пиар. Команда Человека-паука 3 содержала 112 штатных сотрудников, 10 художников с аутсорсинга, 2 сценаристов, 5 дополнительных программистов по специальному контракту, 68 тестировщиков, 20 человек программной поддержки и 8 специалистов по качеству. Суммарно игру Человек-паук 3 разрабатывало 225 человек. Апрель 2007. Разработчики трудятся над патчем первого дня и делают DLC, а промо-машина тем временем не думает останавливаться. В начале апреля журналистам рассылает демо-версию игры, которая содержит 6 миссий. Безумный подрывник 1 с внезапным камео Ника Фьюри, The Wolf 2, Новый Гоблин, Скорпион 2, Песочный Человек и одну из миссий Банд. 9, 13 и 20 апреля выходят трейлеры, посвященные Гоблину, Песочному Человеку и Ящеру соответственно. А 30 апреля выходит финальный трейлер игры под названием Power. В этих трейлерах уже честно используется актуальная графика после даунгрейда освещения. Тем временем официальный сайт постепенно обновляется. С каждой неделей клетки костюма закрашиваются черным цветом, символизируя захват Питера симбиотом. Игровые магазины начинают ставить на свои демонстрационные консоли третьего паучка, и на бокс-арте используют ранний дизайн обложки. На всевозможных игровых конференциях, выставках и прочих игровых мероприятиях трубят во всеголосие про некстгенового третьего паучка и выдают вот такие листовки. Также среди тех, кто вступил в сообщество Spidey's Web, выбирают победителя. Счастливчик получает полностью оплаченную поездку в офис Activision в Санта-Монике, где сыграет одним из первых в Человека-паука 3. 50 других участников получают плакат с автографом Стэна Ли и одну из 5 игр на выбор от Activision. Победитель розыгрыша собирает свои вещи и направляется прямиком на релиз-пати, которая проходит 3 мая 2007 года в Нью-Йорке. На вечеринке собирается основной костяк команды разработчиков, а также актеры Элайджа Вуд, Зак Гилфорд, рэпер Брас, спортсмены Дэвид Ли, Барри Кофилд и многие другие. На тусовке есть настоящие пауки, песочная скульптура Флинта Марка и, конечно же, возможность поиграть в Человека-паука
3. 4 мая 2007 года. Настал тот самый долгожданный день. Релиз игры Человек-паук 3. Старшая версия выходит на PlayStation 3, Xbox 360 и персональный компьютер. Младшая на Nintendo Wii, PlayStation 2, PSP, Nintendo DS и Game Boy Advance. А также выходит отдельная версия на, мать его, кнопочную мобилку. Я, кстати, в нее играл и прошел не один раз. Игру выпускают на 14 языках, включая английский, русский, французский, немецкий, испанский и другие. И, конечно же, куда ж без этого, версия для PlayStation 3 получает эксклюзивное издание. Эксклюзивность заключается в наличии гоблина и гонок за него в качестве бонусного режима игры, а также издание содержит кучу интервью с актерами, behind the scenes видео, интервью с продюсером фильма и красивую коллекционную карточку, которая переливается на свету. Все новостные игровые порталы засыпаны промо-скриншотами игры, а в игровых журналах обязательно присутствует колонка, посвященная третьему паучку. И здесь журналисты делятся на два лагеря. Одни хвалят Next Gen графику и массово сравнивают триквел со вторым паучком и Ultimate Spider-Man, мол, Человек-паук 3 утер нос всем своим предшественницам, а другие ругают лицевые анимации и говорят об утерянном потенциале. Также Treyarch ругают за однообразность сюжетных миссий, за то, что Скорпион и Крейвен в игровой серии уже были, и что актриса, заменившая Данст, совсем на нее не похожа. И самое забавное, в журналах безумно много сравнений с GTA. В частности, вспоминают захват зон из GTA San Andreas. Спустя некоторое время становятся известны первые оценки. Наивысшие оценки получают версии на DS и на Xbox. Остальные версии получают оценки на уровне 60% и ниже. Журнал Игромания оценивает версию на ПК в 6,5 баллов из 10, отметив, что это лучший порт паучьей игры на ПК из существующих на тот момент. Игра получает полную российскую локализацию. В озвучке, конечно, отсутствуют актеры, дублировавшие персонажей в фильме, но Илья Бледный, на мой взгляд, достойно звучит в роли Питера Паркера. Лаунчер третьего паучка на пекарне выглядит следующим образом. Помимо процесса установки, нам также предлагается прочитать лицензионное соглашение, установить DirectX и Adobe Reader, посетить сайты игры, Activision и Binox, а также получить помощь при проблемах с установкой. А вот так выглядят системные требования игры. Поставь на паузу, если хочешь поностальгировать по тем временам. К игре также прилагается мануал, в котором описан основной геймплей. Забавно то, что в мануале есть информация о вырезанных фичах, например, о достопримечательностях, которые можно выбирать на карте, или о закрытых навыках и информации, что необходимо сделать, чтобы их открыть. Все мануалы по третьему паучку я, кстати, уже выложил в своем телеграм-канале. После каждого обзора я выкладываю на канал концепты, которые есть в моих видео, а на досуге подписчики общаются, мемят и обсуждают новости из мира игр. Подпишись, чтобы не пропустить, когда же выйдет следующий видос. Летом 2007-го в маркетплейсах появляются паки с картинками профилей, среди которых персонажи из игры Человек-паук 3. А 26 октября того же года на Xbox 360 выходит DLC, которая наконец-таки добавляет в игру тот самый геймплей за нового гоблина в открытом мире. Вот вы сейчас смотрите видео, и у вас, наверное, возникает логичный вопрос. Если во время разработки второго паука не вошедшие фичи можно было реализовать в третьем пауке, то где же реализовать фичи, которые были вырезаны уже из третьего паучка? Ответ вас не удивит. Когда корабль начал тонуть и пришлось урезать игру, в голову разработчикам пришла идея запилить из вырезанного материала отдельный проект. Разработчики собрали все, что вырезали из третьего паучка: адскую кухню, черную кошку, стервятника, меню прокачки, индекс удовлетворенности граждан, разрушаемость, некстгеновое отражение, и пошли с этой кучей идей к руководству. Activision дали добро на разработку небольшого концепта, и параллельно со шлифовкой третьего паучка Shaba Games начали этап концептирования новой игры про паутиноголового. Игра получила рабочее название Red vs. Black, и в качестве рабочей обложки использовался данный арт. Брэндон Люен и Винсент
Ралли еще в марте нарисовали концепт-арты Манхэттена из третьего паучка, поглощенного симбиотами. А уже 30 мая 2007 года вышел Milestone Build. По сути, это был тот же Человек-паук 3, только с дебаг-менюшкой и без сюжетных миссий. Но если активировать режим Milestone Build, становится ясно, что данный билд разрабатывался для акционеров и руководства, чтобы получить финансирование на разработку игры. Среди прочего, на той презентации были также показаны тест слоумо режима, тест изменения окружения под влиянием симбиота, тест самого симбиота и тестовые раскадровки двух сцен, в которых временно были использованы модели из Ultimate Alliance. Первая сцена открывающая. В ней нам показывают город в огне. Паук мчится за конвоем, но на него внезапно нападает группа симбиотов, после чего игроку предлагается пройти обучение. Вторая сцена демонстрирует крушение Геликерриера. За этим безумием наблюдает ошарашенный Люк Кейдж. Затем Сорвиголова спасает агента Щит, а из окна грозно хмурится Шишка. В конце концов, под нагнетающий саунд, корабль Щита падает в Центральном парке. На презентации боссам понравилась задумка, поэтому проекту дали зеленый свет, и разработкой занялись Shaba Games. Что было дальше с игрой Red vs Black? Какие конкретно фичи содержит Milestone Build? И самое главное, что вырезали из игры Человек-паук 3? Обо всем этом мы поговорим с вами в следующих видео. А на этом история разработки игры Человек-паук 3 заканчивается, как и само видео. Давайте подведем итоги, чтобы ответить на поставленный в начале видео вопрос, почему потенциал игры Человек-паук 3 так и остался нереализованным. Первая причина — это движок, на котором разрабатывался Человек-паук 3. На платформах шестого поколения этот движок работал как нужно, но к работе с той же третьей PlayStation он был еще не готов. И поэтому всем версиям приходилось равняться графикой на плойку, процессор которой был достаточно сложным в понимании. Отсюда вытекает и проблема инструментальной составляющей. Для разработки на консолях нового поколения необходимы были новые подходы и новый софт, к которым художники и программисты зачастую были просто не готовы. Вторая весомая причина — это неверные шаги, которые предпринимались для оптимизации разработки. Вместо того, чтобы улучшать координацию отделов и решать существующие проблемы, Activision расширяли и без того большую команду. Это приводило к тому, что новые сотрудники сталкивались с такими же проблемами, что и их коллеги, и драгоценное время тратилось на дополнительное обучение новопришедших, а также более крупной команде требовалось больше времени для общения, поскольку на каждую встречу приходилась большая комбинация людей. В итоге на каждом этапе бессмысленной оптимизации трудности лишь возрастали в геометрической прогрессии. Третья и самая важная причина — это политика Activision. Помимо описанной проблемы с художниками-фрилансерами, есть и еще один нюанс. Если специалисты доказывают свою способность успешно справляться с задачами в особенно сложных условиях, то Activision их переводит из более известных тайтлов в малоизвестные проекты. И из-за этого в разработке новой части уже известной франшизы участвует команда из преимущественно молодых и неопытных специалистов, потому что даже если игра и окажется говёной, ее и так купят из-за названия франшизы. И, к сожалению, эта же ситуация произошла и с Человеком-пауком 3. И последняя причина — это политика Sony. Ввиду лицензионных соглашений Activision с Sony, Treyarch вынуждены были фокусироваться преимущественно на элементах, связанных с фильмом. Японцы требовали максимального сходства, но сами либо держали сценарий в секрете, либо до последнего не могли определиться с ключевыми моментами. И вместо того, чтобы тратить время на креативные геймплейные фишки и интересные отсылки, Treyarch по несколько десятков раз переделывали контент, связанный с кинолентой. И иронично то, что в конечном итоге мы имеем всего лишь 3 миссии по фильму, и события последней из них отличается от сюжета киноленты, поскольку она базируется на одной из ранних версий сценария. Все перечисленные проблемы так или иначе связаны между собой, и одна вытекает из другой. Все это в совокупности привело к тому, что разработчики перестали укладываться в отведенное время, и верным решением было сокращение набора функций,
что в свою очередь привело к снижению привлекательности игры. Разработка игр должна приносить кайф, а не быть рутиной, как это было с Человеком-пауком 3. Activision и Sony интересовала лишь перспектива озолотиться, поэтому они выжимали из Treyarch максимум возможностей, не видя истинных причин сложившихся проблем. То, что должно было сделать Activision и Treyarch великими, в итоге их и погубило. Друзья, не забудьте подписаться на каналы в Telegram и на YouTube, чтобы не пропустить следующие части видеоразборов. Всем спасибо и всем пока. С вами был Спайди Санта.